Частное поместье американского миллиардера Дэвида Рокфеллера в живописном итальянском городке Белладжио. Именно здесь 55 лет назад, в 1965 году, на закрытой встрече собрались 20 интеллектуалов из разных стран. Это были писатели и ученые. Позднее эту встречу назвали конференцией «Условия мирового порядка». Видимо, хозяин поместья сумел убедить интеллектуалов, что они смогут сыграть немалую роль в формировании будущего мирового порядка. Спустя 3 года после этой репетиции, в 1968 году произошла официальная встреча с участием 75 интеллектуалов в Риме, на которой было торжественно объявлено об учреждении Римского клуба. Все справочники и энциклопедии сообщают нам имена 2 учредителей, отцов-основателей Римского клуба – Александр Кинг и Аурелио Печчеи. Печчеи был президентом клуба в период с 69 по 84 год, ну а когда он умер, президентом стал Кинг. Но, как это принято в подобных сообществах, они были просто менеджерами, чтобы в тени осталось имя истинного учредителя этой организации – Дэвида Рокфеллера. Римский клуб, легализующий и продвигающий псевдонаучные обоснования идей Рокфеллера, был одним из главных проектов в жизни этого персонажа. Согласно учредительным документам Римского клуба, число членов равняется ровно 100. Это те, кто определяют основные приоритеты в деятельности клуба, предлагают новые проекты, утверждают доклады, уже подготовленные. Сами члены клуба, за редкими исключениями, доклады не готовят. Они создаются внешними исполнителями на основе заказов, оплачиваемых клубом. Внешние исполнители могут быть представлены в клубе ассоциированными членами, которые не имеют права голоса. Плюс к действительным и ассоциированным членам имеются еще почетные члены. И действительные и почетные члены – люди весьма известные и влиятельные. В последних списках действующих и почетных членов фигурируют такие персоны, как, например, Михаил Горбачев, бывший вице-президент США Альберт Гор, владелец CNN Тед Тернер, бывший генсек НАТО Хавьер Солана, бывший секретарь ООН Кофи Аннан, бывший президент США Билл Клинтон, миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс, финансист и спекулянт Джордж Сорос, бывший премьер Великобритании Тони Блэр, серый кардинал американской внешней политики Генри Киссинджер, бельгийский принц Филипп, королева Нидерландов Беатрис, бывшие председатели Европейской комиссии Романо Проди и Жак Делор. Все эти влиятельные люди и являются носителями и распространителями опасного мозгового вируса. Именно так можно назвать идеи Римского клуба. Плюс к этому в таком распространении участвуют 35 филиалов Римского клуба в разных странах мира. Римский клуб многим представлялся и до сих пор представляется как достаточно открытая международная организация, занимающаяся вопросами прогнозирования социально-экономических и демографических процессов в мире, как некая площадка, на которой собираются чудаки-интеллектуалы и обсуждают вопросы отдаленного будущего. Мол, Римский клуб далек от политики, это чисто исследовательская организация. Еще один мозговой центр, коих в мире насчитывается несколько тысяч. Почти все известные мозговые центры приписаны к тем или иным государствам. Они вырабатывают рекомендации для своих правительств. А вот Римский клуб – организация международная. Она не имеет национальных пристрастий, она озабочена судьбами всего человечества. Пару столетий назад коптил небо такой священник Томас Мальтус. Пугал тем, что всем в Англии еды не хватит, люди начнут умирать. Поэтому лучше предотвращать демографический рост, желательно цивилизованными средствами. Например, добровольным отказом от продолжения рода или принудительной стерилизацией. А если сокращение будет происходить в результате войн или каких-то эпидемий, то это даже хорошо. Стихийное сокращение населения в результате таких катаклизмов также можно отнести к желательной демографической регуляции. То есть вместо того, чтобы учиться грамотно использовать природные ресурсы, возобновлять их, нужно просто уничтожить или стерилизовать людей. Учение священника Мальтуса в конечном счете назвали проповедью геноцида. Доклады Римского клуба примерно такие же проповеди, только слегка закамуфлированные. Римский клуб – это официальный орган, который выпускал официальные и совершенно публичные доклады и отчеты, которые были призваны легализовать, облагородить и завернуть в научную обертку конфетки, которые заботливо были приготовлены для человечества в других, совсем не публичных структурах. Это и Бильдербергский клуб, и трехсторонняя комиссия, и Тавистокский институт, и комитет 300, в общем, тех самых, которые всегда действовали скрытно и специально поднимали насмех махровых конспирологов, а то и сами создавали фейковые теории заговора и запускали их в оборот, чтобы реальные факты оставались в тени. Одна из основных задач, которая была поставлена перед клубом – научно обосновать политику депопуляции Земли. Проще говоря, политику глобального геноцида. Об этом чуть позже. А сейчас о второй задаче клуба – научно обосновать политику деиндустриализации, то есть политику уничтожения промышленности в глобальных масштабах. Ну, вроде как планету Земля надо спасать, ведь темпы промышленного и демографического роста приводят к быстрому истощению природных ресурсов и смертельно опасному загрязнению окружающей среды. В докладах Римского клуба
общества, особенно в докладе «Пределы роста», обнародованном полвека назад, в 1972 году, была сформулирована концепция нулевого роста, то есть все было представлено совершенно открыто и публично. Как следует из названия концепции, римский клуб предлагал остановить как демографический, так и промышленный рост, законсервировать численность населения и объемы промышленного производства тем уровнем, который сложился на начало 70-х годов. Еще было мнение, что надо действовать более радикально. Вроде как нулевой рост не спасет и нужно минусовое решение, то есть снижение численности населения и уровня промышленного развития. Некоторые члены римского клуба предлагали и предлагают ограничить численность населения на планете 1 миллиардом. Кажется, что у них ничего не получилось, ведь за 50 лет существования клуба не удалось выйти на нулевые темпы. За эти полвека численность населения Земли удвоилась, но по промышленности успехи римского клуба более заметны. Постиндустриальное общество можно определить как общество, в экономике которого уничтожена полностью или частично промышленность, а основная часть экономики приходится на различные услуги. Среди этих услуг медицинские и образовательные. Но если раньше они предоставлялись как преимущественно бесплатные по линии государства, то в постиндустриальном обществе они превращаются в платные услуги. Плюс к указанным традиционным социальным услугам добавляется большое количество других услуг, которые ранее занимали очень скромное место в индустриальном обществе. На первом месте среди таких новых услуг – финансовые. Кредитные организации, страховые компании, инвестиционные фонды и инвестиционные банки. Даже традиционное пенсионное обеспечение становится отраслью по оказанию финансовых услуг, ведь пенсионные фонды становятся частными. В теоретических построениях идеологов постиндустриального общества большая роль отводится разного рода посредническим услугам. Те же финансовые услуги являются посредничеством. Но кроме этого, услуги в торговле, реклама, риэлторский и аудиторский бизнес, рейтинговые оценки, услуги брокеров в размещении эмиссий ценных бумаг на финансовых рынках и многое другое. В технотронном обществе Бжезинского традиционные отрасли тяжелой и обрабатывающей промышленности также отсутствуют. Там основное место занимает деятельность, которую сегодня принято называть экономикой знаний или информационной экономикой, и которая базируется на использовании информационно-компьютерных технологий. Деиндустриализация, по мнению римского клуба, должна была охватывать весь мир. Никаких исключений быть не должно. Для США тоже никаких послаблений не было предусмотрено, и планы по зачистке промышленности Америки были упакованы в изящные обертки теории постиндустриального общества. Всячески внушалось, что она должна стать первым в мире постиндустриальным обществом, где промышленность и сельское хозяйство будут играть вспомогательную роль, а основная часть экономики будет состоять из разных услуг. До Второй мировой войны Америка считалась главной индустриальной страной мира. Уже в 1970 году Америка находилась в состоянии постиндустриального общества. На сектора реальной экономики, добывающая и обрабатывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, строительство и транспорт, приходилось меньше половины – 44,3% ВВП, а на долю разных услуг и торговли – 55,7%. В 2016 году Америка стала совсем постиндустриальной. На сектора реальной экономики пришлось 19,8%, а на услуги и торговлю – 80,2% ВВП. В деле деиндустриализации большинство стран Запада ненамного отстают от США. Так, у Франции и Великобритании доля промышленности в ВВП упала ниже 20%, а у Японии находится на уровне 23%. Деиндустриализация многих европейских стран была проведена под лозунгом строительства общеевропейского дома и интеграции. В конце 1980-1990-е банкиры Западной Европы раскатали под асфальт во имя сбережения ресурсов промышленность Центральной Европы и Балтии. Для этого и создавался ЕС. Также под видом реформ и перестройки была проведена деиндустриализация в России и странах, возникших на постсоветском пространстве, в бывших социалистических странах. Кстати, основатель и первый президент римского клуба Аурелио Печчеи всегда проявлял повышенный интерес к Советскому Союзу. Правда, интерес специфический. Как-то Печчеи проговорился, откровенно заявив, что страны соцлагеря необходимо вскрывать как консервную банку с помощью острого консервного ножа. В роли такого острого консервного ножа выступили проекты родного для Печчеи Фиата, который построил завод «АвтоВАЗ» в Тольятти, и завод по производству Пепси, но об этом подробнее смотрите в другом выпуске. Третьей стратегической целью клуба стала ликвидация суверенитета национальных государств. Эту цель можно сформулировать по-другому – создание условий для глобализации. Глобализация – последняя фаза в стратегическом плане хозяев денег по установлению своей власти на планете. А главным препятствием на пути глобализации – экономической, финансовой, информационной, культурной – является суверенитет национальных государств, оберегающих свою культурно-цивилизационную самобытность, свою экономику, свой внутренний рынок, свою денежную систему и тому подобное.
подобное. Все то, что в совокупности составляет понятие «национальные интересы». Уже первые доклады Римского клуба ввели в научный и политический оборот такие понятия, как глобализация, глобальные проблемы, глобальное общество, глобализм. Эти термины, конечно, встречались и ранее, еще до Второй мировой войны и даже в XIX веке, но они имели очень ограниченное использование. А вот начиная с 70-х годов прошлого столетия слово «глобализация» стало популярным как в среде ученых, так и политиков, а затем стало обыденным и в СМИ. В 1976 году прошла Ямайская валютно-финансовая конференция, которая фактически сняла золотой тормоз с печатного станка ФРС США. Именно тогда был отменен золотодолларовый стандарт. Хозяевам денег в этой новой ситуации нужен был простор, чтобы с помощью продукции печатного станка, долларов, можно было скупить всю планету. А для этого нужна была глобализация. А глобализация без ликвидации национального суверенитета невозможна. Римский клуб подводил теоретическую базу под эту ликвидацию. Теория на самом деле была довольно проста и состояла из 3 тезисов. Одна из главных угроз человечеству – экологический кризис, окончательное разрушение биосферы и среды обитания человека. Помимо предельно высокого загрязнения атмосферы и гидросферы, человечеству еще грозит тепловая смерть в результате так называемого парникового эффекта. Имеются и другие экологические угрозы – истончение и разрушение озонового слоя, защищающего человека от жесткой радиации, исчезновение многих видов флоры и фауны, радиационное излучение, загрязнение пищевых продуктов нитратами и ядохимикатами. Да мало ли глобальных угроз, можно было придумывать их бесконечно. Человечеству следует мобилизовать все силы для того, чтобы предотвратить экологическую катастрофу. Это необходимо делать как внутри отдельных стран с помощью национальных программ охраны окружающей среды, но лучше на международном уровне, развивая межгосударственное сотрудничество в деле решения экологических проблем. Биосфера планеты едина и неделима. Загрязнение атмосферы и гидросферы не знают границ. Радиационные и электронные излучения и загрязнения также могут распространять свое действие далеко за пределы границ государств. Целый ряд техногенных катастроф показал, что радиус их разрушительных последствий может измеряться сотнями и даже тысячами километров. С учетом этого, развитие производительных сил той или иной страной перестает быть ее сугубо внутренним делом. Отсюда вытекает будто бы естественный и очевидный вывод. Национальный суверенитет является не только глупым, но и опасным пережитком. Если лидеры национальных государств не хотят обречь человечество на экологическую катастрофу, они должны поступиться своим суверенитетом. Для начала, скажем, открыть свои границы для различных международных миссий, которые будут проводить экологический аудит на предприятиях и иных объектах национальной экономики. Следующий шаг. Компетентные международные организации будут рекомендовать во имя всеобщей экологической безопасности те или иные предприятия и объекты закрывать, а далее диктовать странам, что им развивать, а что не развивать. Например, в энергетической отрасли, что как бы наиболее логично, но не только в ней. И все это, конечно, во имя интересов человечества. Со временем в докладах Римского клуба помимо экологической были идентифицированы другие глобальные проблемы, такие как энергетическая и продовольственная. Римский клуб пытался и пытается убедить все человечество в том, что решение энергетических и продовольственных проблем, дефицит энергоресурсов и продуктов питания, не только неэффективно, но даже невозможно в рамках отдельных государств. Концепция нулевого роста, первоначально выдвинутая Римским клубом, затем была заменена на концепцию органического роста. Суть ее в том, что международные эксперты подсказывают, ну или приказывают, стране, что ей производить, а что не производить, что строить, а что не строить, что добывать, а что не добывать с учетом интересов всего человечества. То есть национальные государства должны добровольно поступиться своим суверенитетом во имя человечества. Конечно, за интересами человечества на самом деле скрываются интересы транснациональных банков и корпораций, принадлежащих хозяевам денег.